Блин, проработал в Беларуси 6 лет физруком за $200 зарплаты. Я знаю, что такое безысходность. Никто бы не отказался быть известным, знаменитым и богатым. Каждый несет ответственность за свой личный выбор. До боли в сердце не хватает искренности. Думаю, очень много людей отпишется после этого видео, но я просто хочу сказать то, что у меня на душе. После видео про цены в Польше меня закидали просто гневными комментариями за то, что я покупаю продукты в Lidl. Как я смею покупать не на акциях в бидронках? И поначалу я вообще не понимал, что происходит, и что-то вообще непонятное. Потом отторжение, а потом оседает, обрабатывается, и грустно стало, вот просто грустно, потому что тот факт, что люди в такой ситуации, в таких условиях, что их злит, что кто-то покупает продукты, просто там простые продукты в магазине, у которых там чуть выше цена. Официально сейчас можно сказать, все, кто затаривается в Lidl, вы хозяева жизни, вы элита, вы, не знаю, вы масоны, кто вы там, не знаю, короли. Офигеть. Вот. Ну и про свой подход в итоге тоже хотел бы рассказать. Я просто думал над этим. Меня вот реально эмоции эти не отпускают. И они странные эмоции. Говорю, сначала было какое-то раздражение было, потому что, блин, какой хрен, что за дебилизм. А потом реально стало грустно. Потому что вот люди очень часто пытаются переложить ответственность, спихнуть ответственность за всю свою жизнь на кого-то другого, найти что-то, кто другой виноват. Вот он в Лидле покупает, он там ходит, вот какой-то, вот он там так живет. А я вот не виноват, и я бедный, несчастный. Конечно, вызывает жалкие какие-то эмоции, и, блин... И завалили просто комментами в стиле «охренеть, буржуй, живи скромнее». И я вот размышляю над этими словами, думаю, блин, это страшно. Страшно, что людей вот так вот заштамповали, прошили с самого детства. Живи скромнее, не выделывайся. Не для тебя все хорошее, не для тебя, скромнее живи. То есть... Не установка, что, надо просто стараться, создавать себе условия лучше. А живи скромнее. Я буду и другим буду запрещать. И самое смешное, что кому это говорят, мне. Я считаю себя вообще, у нас уровень жизни ниже среднего. Просто, по меркам европейским мы бедные, нищеброды. Нищие. Я еще не знаю, какие к нам претензии. А еще там сидит в машине... И вообще у людей вот претензия, что ничего себе богачи какие, там у них есть крыша над головой, они позволяют себе съемное жилье, они едят продукты из Lidl, понимаете, не просрочку там разобрали, розданную. И машина какая-то супер средняя, вообще старая, 18-го года тачка. Она классная, хорошая, я ее люблю, но простой автомобиль. Не какой-то там последний Майбах. И вот когда вот это происходит, осознание вот этих причин, это реально угнетает, что такая ситуация. И что люди просто живут с этими установками, пытаются искать виноватых где-то в ком-то, но только не в себе. Все виноваты. Там президент, начальник, условия, система, рептилоиды. Все, но не я. Я ж хожу на работу, мне сказали сюда ходить, я хожу. Ну, а тот, кто ходит на работу, скажите честно, признаться, много пробовали что-то изменить в своей жизни? Много пытались каких-то сделать попыток изучить что-то, поменять что-то? И вообще, кому вы рассказываете? Я, проработал в Беларуси 6 лет физруком за $200 зарплаты. Я знаю, что такое безысходность. Я знаю, что такое эта системная работа, когда ты сидишь, и тебя считают... Ты даже не говно. Ты не то, что ниже плинтуса, ты пустота, ты даже меньше, чем ничто.
твое мнение ничто, ты не личность, ты просто раб какой-то. Если тебе говорят, особенно я на госработе работал физруком, повторюсь, до 2013 года или до 2012, после универа. И вот такое отношение было. У нас были вот эти директрисы, бабки, какие-то злобные бабульки, которые сидели, управляли этим колледжем управляли. И для них мы, молодежь, была просто как застрявшая косточка от винограда в зубах. Фу. Вот такое было у них отношение к нам. Там было пару нормальных человек, там парочку в бухгалтерии было нормальных женщин, парочку, вот одна заведующая, с которой я общался, которых вот, ну, люди с большой буквы. Все остальные просто вот эти бабульки с этими пальцами уцепились за эту власть. И нас, молодых, вот это вот отношение было. Тебе на выходные говорят, идешь туда, ведешь ты людей бесплатно, ни за что не доплачивался, ничего этого не было. Чтобы какие-то доплаты, чтобы какое-то уважительное отношение, чтобы там твое время ценили, тебя как личность ценили, тебе право голоса давали. Какой-то просто, вот ты просто стелька на входе в этом колледже, где все тебя вытирают ноги. Даже когда студенты не хотели, помню, какие-то сдавать по физкультуре, да, зачет, ну, понятно, это не самый важный предмет, однако, я преподаватель, да, то приходит заведующая, если надо, говорит, поставь что-то, физрук, вообще охерел. И на сторону даже твою не становились. И вот такое отношение, я знаю, что это такое. Поэтому не надо мне рассказывать про работяг, про заводчан, про то, что ребята там вкалывают, у них тяжелая жизнь. Я все это сам проходил. Мне 40 лет. Я уже вам не пацанчик тут 14-летний, который бегает тут и рассказывает, как за папины деньги жить. Я все это проходил. И потом, когда мне это достало, я просто поднял свою жопу, решил, что пошло это все в жопу. Короче, поднял свою ленивую, уставшую от этого всего беспредела и отношения к себе, к свинскому, к скотскому отношению к этому устал. Решил, что хочу поменять что-то в жизни и пошел менять. Многие люди пытаются и делают попытки, чтобы поменять что-то в своей жизни. Я думаю, что не все. Думаю, что кто-то делает. У кого-то не получается. И у меня что-то не получается тоже. Сейчас многое не получается. Вот, но просто когда пишут мне, рассказывая про каких-то работяг, что они там так тяжело работают, да, я знаю, да, и что дальше? Дальше что? Кто виноват? Кто виноват в чьих-то жизнях? Кроме того человека, который проживает эту жизнь. Да, мы не все можем изменить, мы не можем по щелчку стать суперобеспеченными, супербогатыми, но мы можем предпринимать попытки и не винить, не искать виновных в этих проблемах, в своих проблемах. А люди, интернет еще такая вот площадка, где вот люди вот из своего несчастья приходят, из своей беспомощности приходят и вот и сублимируют там свои проблемы. Но это не поможет вам, ребята, это никому не поможет, это ни к чему не приведет. Ваши проблемы останутся, и они будут вашими, если вы не начнете их решать. Если вы будете охреневать от того, что кто-то другой покупает продукты в Лидле, и это считается для кого-то каким-то зашкварным, и там мясо, не то снял мясо. Оно дорого, мясо, зачем? О боже! Так люди при мне покупали это мясо. Мы сами не берем это мясо, и другое мясо не берем. Просто по своим соображениям это другой вопрос. И люди брали, я смотрю, я снял ценник. Если вы не можете пойти, как эти же люди, купить себе из этого же холодильника это же мясо, такая, а при чем тут они? Претензии давайте к хозяину, к сети Lidl. Почему у них такие цены? Но почему-то я смотрю, магазин полон. Люди покупают продукты, очереди стоят постоянно. И мы пользуемся акциями. Это не тупое мажорство, что я просто хожу вот так вот и все, сру деньгами, потому что могу, мажор. Нет, мы пользуемся акциями, если мы приходим, и я смотрю на что это удобно, это прям под рукой, у нас есть приложение. Конечно, мы пользуемся, это тупо не пользоваться какой-то возможностью. Но я не могу сидеть, я не могу себе позволить сидеть сутками, выискивать, куда-то ехать специально, чтобы там что-то вот это вот порешать. Мне нужны продукты, я заезжаю, покупаю, иду. Все остальное время я не сижу, не выискиваю эти акции, продукты, я занимаюсь тем делом, которое будет приносить мне деньги, чтобы я
мог приехать в любое время в магазин и купить продукты, оплатить жилье, купить детям одежду нормальную и заплатить за частный сад, потому что мое личное решение, что я хочу, чтобы мои дети, ну, пока до школы, со школой еще мы не определились, но пока мы знаем, что в частном саду у нас вот это наш подход, наш приоритет, это инвестиция наша в детей, в их ментальное, моральное состояние. Это не мажорство тупорылое, это наши взгляды. А давайте расскажем, давайте ответим, пускай эти люди, которые пишут нам, что в садик они частно ходят, буржуи, живите скромнее. Давайте расскажем, сколько вы денег тратите, многие из вас тратят на сигареты, на алкоголь, на безобразное там питание типа фастфуда. Вот мы на это не тратим ни копейки. Мы 10 лет не пьем, мы не курим. И у нас продукты тоже, мы по максимуму стараемся, вот еще тоже на нас там чуть... биопродукты, мажоры. Да, это инвестиция. Это грамотный, сбалансированный, взрослый подход. Зато мы знаете, сколько тратим на медицину? 0. У нас болезней вообще один раз в год какая-нибудь простуда, и даже при этом мы не тратим вообще 0 на медицину, у нас ни одних таблеток дома нет, потому что супруга у нас там, Настя, отвечает за питание, и она нутрициолог, у нас все вот так работает, это работает. И мы не говорим, что так правильно. Мы не говорим никому, что так правильно. Потому что для вас это может быть неправильно. Для нас это правильно. У нас работает. Мы в этом живем, и у нас классно получается. Нам нравится. Каждый выбирает себе образ жизни, имеет право выбирать, бухать, курить, как питаться, да хоть, с землей, хоть снегом иди ешь. Нет проблем вообще. Плевать, что ты там вегетарианец ты, мясоед ты, не знаю, или ты сырую курицу башку откусываешь, пивом запиваешь. На здоровье, на здоровье. Это каждый личный выбор каждого, и каждый несет ответственность за свой личный выбор. Как жить, какие приоритеты расстанавливать. И если кто-то отдает детей в бесплатные сады, в бесплатные школы, это правильно, круто, все правильно. Если вы морально с этим согласны, если вас все устраивает, детей устраивает, всем все хорошо, правильно. Но те, кто отдает детей в Гарварды, Оксфорды и дорогущие частные школы за $1002 в месяц, это тоже правильно. Это их выбор. Правильный выбор. У каждого свой выбор, и нет неправильного. Они все правильные. И неправильно единственное в этих ситуациях смотреть на других и говорить, что у них там что-то не то. Самое тупорылое, дебильное, что может сделать человек вообще, это быть уверенным, что его мнение, только его мнение правильное. Что постоянно, открываешь комментарии, приходят вот эти, знаете, с ноги вышибают дверь, ты стараешься, делаешь контент, говоришь какой-то, о доброте, ты, не знаю, я никакого негатива не несу в своих видео. Я такой, какой есть. Может быть, от меня веет какой-то не той энергетикой для кого-то. Окей. Не нравится — выключаешь. Нравится — смотришь. Если от меня, если резонирует то, как я говорю, что говорю, о чем говорю, круто. Нет проблем. Личный выбор. Смотреть, не смотреть. Но кто-то смотрит и пишет: короче, слышь, этот нахера делаешь, вот это не делай. Я просто, знаете, не могу терпеть. У меня аллергия на хамство, на быдло. Прям аллергия. Просто я не понимаю, как человек, разумное существо, может позволить себе быть быдлом. Это странно. Странно, потому что у нас такие данные, у нас есть разум, у нас есть интеллект, у нас есть душа, у нас есть сострадание, у нас есть сердце. И не физическое, а знаете, душа условно, да? И я не понимаю, когда люди приходят к другим и в их пространство и указывают, что и как делать, и что ты неправильно живешь. Но это на это у меня аллергия. И я вообще в комментах стараюсь на негатив, просто я троллю таких чуваков, потому что,
но там глупость и несчастье. Вот это вот, и оно сублимируется в то, что ему хочется сейчас... Ну, человек в своей жизни не разобрался, он не знает, как свою жизнь эту несчастную влачить, как какие там придумать что-нибудь сделать, чтобы ее сделать лучше, но всю энергию, которая у него есть, пускай даже те остатки, собирает по крупицам и пускает за то, чтобы на зависть, вот люди живут в этой зависти, все, он на соседа смотрит, у того тачка такая-то, вот, а вот у меня нету, и виноват сосед, что у этого, который ему завидует, нет тачки. Ну, иди и делай то, что сосед, просто пытайся, пробуй, развивайся. Перестать надо просто смотреть, видеть в мире сразу что-то плохое. И если увидишь что-то хорошее, стараться не завидовать, а видеть в этом мотивацию. Я знаю, что это сложно, и мы все люди, я тоже часто, меня одолевают какие-то и негативные мысли, и зависти тоже, но я это отслеживаю, я уже научился отслеживать это. Я когда чувствую вот эту гниль внутри, такую, знаете, вот это вот ангелы и демоны, да, когда чувствую вот эту вот внутри гниль, которая такая вылазит, ага, там зависть, это все можно отследить, наблюдать за этим. И я не даю себе, просто не даю шанса этому развиваться. Я тушу это, говорю, нет. Охренеть, если ты завидуешь чему-то, кому-то, это значит твои недоработки. Это ты злишься на себя. Вся зависть, проецированная на кого-то, это злость на себя, что ты не можешь себе это позволить. Поступать так, говорить так, делать что-то. Знаете, вот даже вот блогерство, да, обсирают многие. Вот эти блогеры, вот это блохеры. Да, потому что человек не может... А все бы хотели быть знаменитыми и богатыми. Все. Как бы сейчас многие сказали, о, нет. Да, все. Никто бы не отказался быть известным, знаменитым и богатым. Никто бы не отказался. Ну, окей, ладно, не будем так говорить. 1-2% бы отказалось. Но 98%, я уверен, мое личное мнение, что согласились бы. Но, чтобы это сделать, нужно пройти путь. Вот это вот, начать что-то записывать, что-то на камеру, быть смешным, быть каким-то не таким, как тебя хотели бы увидеть. И показаться там странным, глупым, вот это все страшно. И поэтому блохеры, а не блохеры, вы блохеры. Вы знаете, просто устал. Вот хочется искренности. Просто до боли в сердце не хватает искренности. И сейчас вот это видео без подготовки, без монтажа, без вот этих красивых, вот этих, вообще все это уже не работает на ютубе. Я уже смотрю, стараешься, делаешь красивый монтаж, уже у всех оскомина, уже, знаете, уже такая слепота на все это, уже баннерная вот это, когда ты уже не видишь ничего, потому что слишком много контента уже, сейчас эти нейронки и все, вот, и просто вот захотелось сесть и выговориться, и плевать, что это никто не будет смотреть, плевать, что это видео наберет 300 просмотров, я это делаю для себя, вот, но это просто крик души. Поэтому вот так вот. Вместо зависти я просто смотрю на свое окружение, которое последнее время сформировалось. У нас все ребята, все наши хорошие приятели, знакомые живут в достатке, в гораздо большем, чем у нас. И я на это смотрю не с завистью. Я на это смотрю как на стимул и на планку роста, куда я хочу вырасти. Я не смотрю на того физрука бедного в Беларуси, которым я был, и такой радуюсь, о, у меня больше $200, чем было, и все, остановился. Нет роста. И если я буду смотреть на окружение и завидовать, что у них что-то получается, а у меня не получается, то я себе как лучше сделаю? Я никак не сделаю лучше, я не улучшу свою жизнь, я не вырасту вообще ни в каком виде. Это стагнация, это деградация. И еще вот эта история по поводу, ты смотришь, у всех получается. Кто вам сказал, что все получается? Мы видим в этих соцсетях просто идеальную выжимку результата. Но сколько за этим результатом стоит у людей очень часто? Даже если брать условно, если мы говорим вот даже про нас, кажется, кто-то нам писал, боже, вы богачи, ты сидишь в машине, тебя после оплаты сада платного, такого дорогого жилья, тоже писали, что такого жилья не может быть за такие деньги, господи, откуда у людей этот мусор в головах? Откройте интернет, блядь, посмотрите цены на жилье в Польше, алло.
И да, мы не искали самое дешевое. Да, а что? Почему я должен искать самое дешевое? Это что, блин, смысл жизни? Жить и искать самое дешевое? Я не хочу так жить. Я хочу жить лучше, стараюсь и стремлюсь. И это самомотивация. Еще сам себя подпинываешь. Потому что если себя не пинать, так нахрен будешь жить там в конуре, так и будешь жить. Я был бы этим физруком потным уже, сбухавшимся, жирным. И все. Так вот, все не так, как кажется. За тем каким-то результатом, который мы часто видим, стоит огромная работа, стоит очень много ошибок, стоит очень много провалов, стоит очень много бессонных ночей, потерянных сил. У меня 4 года. Я на этом канале мало рассказывал, и у меня больше 5 лет я выбросил просто на создание одного проекта того же ютубовского, потому что я люблю, мне нравится YouTube. Я хочу, вот просто моя идея фикс тут зарабатывать столько, сколько я хочу. И я этого добиваюсь. И очень много было ошибок и провалов. Очень много. Очень много. Похерено очень много лет вот в балийский канал, еще до этого канал. Просто куча ошибок, куча ошибок у всех. Но дело в том, что если их не совершать, так не будет тогда какого-то прорыва, к которому ты приходишь. Это путь. Это просто путь, ты им идешь. И мы часто видим какой-то результат, и особенно вот в этих соцсетях, эти инфо-цыгане, успешные успехари, у которых все там, ой, вау. Ну это же просто ссут в уши, ссут в глаза. Вот, и это главное помнить, что у всех жизнь непростая. И результаты, которые есть у людей, они получили их во многом отчасти, в большинстве своем, через какие-то преодоление каких-то препятствий, преград. И мне смешно, слышать, я живу в таком ощущении, что реально просто, мы тут просто концы с концами сводим в этой Европе. Но это в моей вселенной внутренней, это вот моя планка жизни. И я не говорю, что, я буду радоваться сейчас, что это у меня есть. Ценить то, что есть, нужно. И я ценю, я радуюсь, что у меня есть автомобиль, я могу себе позволить, я его сам себе купил. Это на наши накопленные деньги, это из нашего успешного бизнеса, кейса со стоков, которые мы еще накопили с прошлого. Хватило мозгов не просрать все. Есть капитал какой-то на жилье, но у нас нет на жилье денег. Что это за богач такой, у которого денег на жилье нету, да? Идите претензии предъявите к людям, у которых по 6-7 квартир. Реально, и поляки пишут, и поляки мне пишут тоже в комментариях: средний поляк так не живет. Я не знаю, как живет средний поляк. Я живу в Польше, и я вижу, как живут поляки в городах. Я вижу, что переполнены торговые центры, люди ходят с пакетами огромными брендовыми, люди катаются на тачках, в Лидле поляки все вот с такими горами классных элитных продуктов тарят в классные элитные машины, и я рядом с ними чувствую себя бомжарой просто, бомжарой. То есть, но опять же, я не ною, я говорю, какие плохие, они богатые, а я бедный. Нет, я думаю, классно, я тоже так хочу, и я буду. Вот пойду и буду делать. Вот так буду делать, как он, хочу, как он. Конечно, опускаются руки, бывает, когда очень большая череда ошибок, провалов. Все случается. И это нормально. Не будет никакого результата, если не будет провалов. Вот и все. Поэтому и результаты есть. Они далеко не те, о которых бы я мечтал сейчас и к которым стремлюсь, но они есть. И даже вот этот, кстати, вот карма какая-то или что это, судьба тоже. Вот тот канал, про который рассказал, балийский проект, на который 5 лет угробил. Мы его сейчас забросили, не ведем, просто нет времени. И он сейчас приносит деньги, тоже приносит деньги. Приносит рефералки, то есть я не научился зарабатывать с монетизацией. В смысле, тут нечего учиться, тут просто делай большие просмотры и будет тебе капать, но не получилось у меня. Не могу я делать видео, которое будет стабильно смотреть там по 200, 300, 500 тысяч. Может, я просто неинтересный человек. Может, я какой-то не такой, не то рассказывали, не так. Может, харизма, говорю, мне много часто пишут: ты урод, носатый, кривые зубы, у тебя родинка, ты вот урод. Пишут такое люди в комментах. На такое обращать внимание, но это понятно, что это больше говорит о комментирующем каком-то, или пишут, что там стошнило, прямо чуть не стошнило от твоей энергетики, и скорее всего тоже это видео даже на этот моменте кто-то не смотрит, выключил, потому что его тошнит уже от моей энергетики, и это нормально.
ну, в смысле, надеюсь, прям не тошнит физического, да, ну, прям, ну, отторжение, ну, не понравилось, ну, хорошо. Но 100% будут люди, которые будут смотреть это, и которым будет откликаться моя мысль. И я не должен, я, сука, не конфетка, блин, не баунти, чтобы нравиться всем. И я не стремлюсь. О, тоже комментатор пришел недавно, пишет тоже с ноги вышиб там, слышь, вот это нахрена тут ты это сделал? Я думаю, что, бля, офигеть, чуваки, блин, давайте не указывайте мне, что мне как делать. Я сам решу, сам взрослый уже, окей? О, слышь, отписка. Ну ты мне еще позови, смс-ку напиши, когда срать пойдешь. Да плевать мне, что ты делаешь. Отписался, подписался, твое личное мнение. Не надо меня ставить. То есть, знаете, люди считают, я тут с барского плеча пришел, тебе просмотр. И это не неуважение к подписчикам. Я уважаю и очень доброжелательно общаюсь со всеми в комментариях. Ну, повторюсь, у меня аллергия на быдло, на наглость, на хамство. И неадекватность, хамло и быдлячину я терпеть не буду. Мне такое не надо. Лучше мне таких подписчиков, вот лучше отписывайтесь. Если вы любите так вот прийти, короче, и рассказать другим, как жить. Себе расскажи, как жить. Ты сам вообще знаешь, хотя такие дуболобые, часто очень уверенные в себе, они бревна в глазу не увидят. И не для них я говорю. И вообще, опять же, просто я для себя это говорю, потому что надоело молчать. Пишут в комментариях, кафе не обязательная статья расхода. А почему это? А что обязательно? Картошки накупить, не знаю, и в подвале сидеть, ну, вместе с этой картошкой. Ну, а что обязательно? А жизнь-то в чем? В чем жизнь заключается? Расскажите, пожалуйста, для тех, у кого кафе не обязательная статья расхода. Я знаю, что поколение наших родителей, не привыкло ходить в кафе. Блин, а наше поколение привыкло. Это норма. И почему я не могу, тем более я там рассказываю про одно кафе в месяц, и людей уже от этого бомбит. Кофе и круассан не обязательные расходы. Да, сука, для меня обязательно, потому что я жить хочу сейчас, мне 40 лет, один раз в жизни. И мне что, копить это все в книгу, чтобы потом что мне с этим делать? Что мне с этим делать? Детям отдать? Хорошо, это здорово. Так, а я жить когда буду? Нам не надо жить? Получать удовольствие от жизни, проживать каждый день, не знаю, дарить себе мелкие радости, ощущения этой жизни. Нахера тогда мы вообще живем, чтобы что? Сражаемся с этой жизнью, тянем лямку жизни, будем ее, сука, я тебя сейчас, сука, проживу эту жизнь, да? И так живут многие. К сожалению, потому что тоже я их не виню, я повторюсь, я не виню, я это не оскорбляю такой подход, но я просто так не считаю и хочу, чтобы мой подход тоже уважали, и все, потому что у каждого поколения свои реалии, и все. Это давайте мы детям нашим, когда будут они подросткам, да, вот уже нынешним подросткам, зумерам, скажите, жить без искусственного интеллекта. Чё вообще? А у нас был пейджер, а вы тут своими GPT. Чё? Почему я не могу нормально относиться к тому, чтобы пойти в кафе, выпить кофе с женой, погулять, получить удовольствие от жизни? А что тогда вообще, в чем радость? Опять же, для кого-то это не радость. Может, ему нахер это кофе и круассан? Для него радость, не знаю, там, на лыжах кататься, для него радость, я не знаю, машину чинить. У каждого своя радость. И если этих радостей нет в жизни, так жизни нет. Ради чего тогда все? Что вообще, что-то такое тогда? А какие дебилы нам пишут. Платят столько за жилье. Можно же взять кредит и платить. Ты мне дашь кредит? Вот эти умники, которые рассказывают, кредит дайте, те, кто в негативном ключе пишут, понятно. Там многие писали просто, рассказывали про свою ситуацию, опять же, претензий нету. Очень много классных комментаторов, очень много классных людей к нам, адекватных, думающих, остается с нами. И, меня эта вера в человечество остается после этого. Но многие пишут прям, дебилы, а что, взять кредит? Ты дашь кредит. Давай кредит. Ты давай мне кредит. Кто мне даст кредиты? Вы вообще понимаете, что у каждого человека сотни моментов и сотни своих разных условий, каких-то особенностей жизни, каких-то, не знаю, просто люди, я так сделал, значит так правильно.
просто. Господи, боже мой. Кажется, ну вот есть же вот у всех есть тут. Короче, инструмент есть, благодаря которому мыслить можно. Мыслить, думать. И выключить этот дебильный тумблер, что я прав, только я прав. Только как я, так и по-другому не может быть. Нет, ребята, может быть ровно столько по-другому, сколько, сука, людей на планете, понимаете? И если вы это усвоите, то вам самим станет легче жить. Угу. И вы вдруг внезапно станете думающим, адекватным человеком. Угу. Куча проблем, у всех своих куча проблем, но я же не вываливаю их на вас. Я просто пытаюсь решать их самостоятельно. Вот. И вот так вот. Короче, ребята, вот такой был монолог. Не знаю. Конечно, уверен, что будет куча отписок после этого видео, но, блин, как есть. Ладно. Думаю, хватит. Добра вам. И если еще кто-то останется, то увидимся в новых видео. Пока.